Привет, друзья, меня зовут Алексей. Сегодня мы продолжим разбираться со стейт-машиной. В прошлом выпуске мы в целом рассмотрели, зачем она нужна, как подключается, написали несколько стейтов и немножко их попереключали. Если вы не видели предыдущий выпуск, обязательно его посмотрите, ссылку я оставлю внизу в описании под видео. А сегодня мы займемся более прикладными вещами, попристальнее посмотрим на наш гем, на его функциональность. Напомню, что мы используем гем State Machine Active Record. Ну и без долгих вступлений давайте переходить к делу. А начать я предлагаю с одной из, на мой взгляд, самых полезных и крутых фич State машины – это callback'ов. Давайте посмотрим, какие задачи мы могли бы решить с помощью callback'ов. Для этого еще раз обратимся к нашей схеме доступов. У нас есть пользователь, есть курс. И у нас пользователь записывается на курс через user-курс. Но записывается он не напрямую, а через потоки. Да? То есть, как я говорил в прошлом выпуске, в потоках у нас лежат временные метки, когда курс у нас активен. Время начала, время окончания. И в прошлом выпуске мы добавили в потоки state-машину. То есть теперь мы, не проверяя временные метки, можем узнать сейчас, данный поток активен, или, например, проверки закончились, или уже данный поток закончился. Хорошо, давайте представим такую простую ситуацию, когда наш пользователь заходит на страницу курса, и мы должны проверить доступ к этой странице. Естественно, по связям мы вытаскиваем наш юзер-курс, который соответствует пользователю, и курсу, на страницу которого он пришел, после чего мы должны из этого юзер-курса залезть в поток, посмотреть, что поток является активным, и после этого уже сказать, что да, у пользователя есть доступ к этой странице, пожалуйста, веб-сервер, отрисуй нам эту страницу, отдай пользователю. На самом деле вот таких проверок доступа будет достаточно много. Поэтому хочется их максимально облегчить. И вот этот запрос второй, да, на потоке, он кажется лишним. И чтобы избежать вот этого лишнего запроса, я добавил в юзер-курсы еще одну state-машину. То есть у меня будут стейты неактивный, активный. Точно так же проверки закончились и, собственно, доступ завершился. То есть что это значит? Когда у нас поток в будущем, у нас юзер-курс не активен. Когда он начался, он тоже перешел в стейт активен. Когда проверки закончились, тоже еще один стейт, такой же checks finished. И, собственно, когда у нас поток закончился, когда время, отведенное на прохождение курса, закончилось, у нас доступ, он тоже закрывается и переходит в state finished. Что это нам дает? А дает это нам то, что при проверке доступа мы больше не будем лазить в поток. То есть нам достаточно просто будет из пользователя через связь вытащить вот этот юзер-курс, и проверять мы уже будем state вот этого юзер-курса. Что происходит с потоком, нас уже не волнует. Но, собственно, тут опять же возникает вопрос, а кто будет переключать эти стейты? А стейты эти будет переключать наш поток. Вот, собственно, для этого у нас и есть callback'и. Давайте смотреть, как мы это можем реализовать. И начнем, наверное, с самого начала. То есть вот у нас есть transition из InFuture в Active. То есть что мы должны в этот момент сделать? То есть когда у нас поток становится активным, мы должны сделать активными наши юзер-курсы. Давайте это и напишем. После транзишена из InFuture в Active мы хотим активировать наши юзер-курсы. Так, и давайте сразу напишем этот метод. Ну, его можно в private засунуть. Здесь у нас, видите, поток напрямую к юзер-курсам привязан, поэтому здесь мы что-то такое напишем. User courses. То есть, смотрите, мы достали все юзер-курсы и к каждому применили метод activate. То есть, что у нас получается? После перехода из InFuture в Active мы запустим наш метод, который все связанные юзер-курсы переведет в статус Active. Я могу показать
модель user курса, видите, здесь тоже state машина и тоже есть event activate. Activate у нас переводит из inactive в active. Обращаю ваше внимание, что state я переключаю через ивенты. Да, то есть вот user курс и вот наш event. Хотя, казалось бы, я мог бы, например, написать вот так, да, user courses, update all, да, там что-нибудь, state active. Так делать нельзя, потому что state у вас поменяется, но вы не пройдете через все эти методы. Видите, здесь какие-то дополнительные условия могут быть, еще могут быть какие-то callback'и. Если вы сделаете так, то вы не пройдете через логику state машины. То есть это такой хак получается. Как, например, вы делаете update column, когда вы не проходите через валидации, через callback'и. Поэтому вот так state машины пользоваться нельзя. Это только в каких-то крайних случаях. И если вам приходится вот update all или update column пользоваться, ну там нужно 10 раз подумать, насколько это оправдано. Поэтому стейты мы переключаем поштучно. На каждом объекте отдельно. Хорошо, с этим понятно. Давайте напишем callback'и на все транзишены. Вот я добавил все callback'и для всех переходов и соответствующие им методы. То есть, как я уже и говорил, при изменении стейта в потоке у нас будут автоматически меняться стейты в нашей связанной модели user курса. И при проверке доступов нам больше не нужно будет тащить за собой еще и поток. То есть основная идея callback'ов на самом деле состоит в том, что у вас появляются дополнительные события. Вот если мы вернемся к потокам, да, какие здесь были события? А событие здесь одно, поднимается крон каждые несколько минут. То есть вот он поднимается, он проверяет временные метки, и если нужно, он уже переводит поток в какие-то состояния. Так вот, каждый переход из state в state – это отдельное событие, которое можно использовать, чтобы производить какие-то действия. То есть, например, когда мы переводим поток в какой-то другой state, у нас возникает событие. По этому событию мы переводим все наши user-курсы в свой state. То есть у нас на каждом user-курсе возникает по событию, которое мы, например, в свою очередь можем использовать, ну, не знаю, например, отправить письмо, что курс начался, да, то есть мы здесь сделаем что-нибудь такое. Отправили письмо. То есть еще раз, вот здесь мы при переходе в другое состояние переведем все юзер-курсы в другое состояние, и каждый юзер-курс тоже в свою очередь дернет свой callback, и, как в данном случае, например, отправить письмо. То есть, понимаете, со state-машины у вас получается огромное количество событий, к которым вы можете привязывать какую-то определенную логику. Кроме того, вот эта вот вся логика переключений, callback'ов, она может выполняться где-то в бэкграунде или в рейк-таске, да, и не занимать время вашего веб-сервера, который просто будет обслуживать ваших пользователей очень быстро, просто смотреть в базу на стейт и что-то там отдавать. То есть, например, в данном случае у нас будет подниматься рейк, который будет переключать стейты в потоке, он же в свою очередь будет выполнять callback'и, да, и переключать стейты в юзер-курсе, и через callback'и он же будет отправлять письма. При этом веб-сервер в этом процессе занят не будет. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, это то, что в state-машине callback'и работают на переход в state. Да, если у нас в рельсах, в Active Record у нас callback'и обычно на действие, да, то есть там before save или after update, то здесь у нас after transition в state active. Как бы указываете вы из какого стейта или не указываете, всегда важно, в какой стейт вы приходите. Потому что ивенты, вот как, например, здесь, один ивент, он может перевести вас в совершенно разные стейты. Поэтому вы не можете привязываться к ивентам, вы привязываетесь только к конкретному состоянию объекта. То есть значимым является именно state, состояние объекта,
а не то, каким образом вы в него пришли. Ну и раз мы заговорили про ивенты и транзишены, давайте мы рассмотрим некоторые нюансы, которые есть при их написании. Например, в такой записи конечный стейт всегда будет один, да, transition он всегда переводит в какой-то конкретный стейт, да, и callback срабатывает всегда на каком-то конкретном стейте, но при этом transition может переводить, например, из нескольких стейтов, да, то есть, например, здесь можно задавать массивом, как-то вот так вот. То есть, видите, если вы укажете такой transition, значит, вы можете перейти в state checks finished из двух стейтов. Также мы можем писать, что у нас transition из любого стейта. Пишется это вот так. То есть, видите, мы говорим, что у нас event finish, он из любого стейта переводит в state finish. Такое тоже иногда бывает полезно. Ну и то же самое также можно писать вот здесь, в callback. Как я уже говорил, при транзишене у нас обязательно один стейт, но этот стейт может быть тем же самым. Зачем я это здесь делаю? Просто я не хочу, чтобы у меня этот event валился в случае, если не выполнилось условие. Да? То есть если не нашелся нужный transition, то event свалится с ошибкой. Я этого не хочу, поэтому я просто говорю, что если нужный transition не нашелся, то переведи его в тот же state. Но с этим вроде бы все понятно. Давайте еще посмотрим, что у нас бывает интересного. Еще одна вещь, которая есть в state-машине, это валидация. То есть мы можем привязать валидацию к какому-нибудь конкретному стейту. Например, вот эту валидацию на дату окончания потока мы хотим привязать к вот этому стейту. Да, то есть мы, в принципе, можем стартовать наш поток без даты окончания, но где-то в процессе мы хотим все-таки, чтобы дата окончания у нас уже появилась. Давайте смотреть, как это работает. Достанем поток наш. Да, видите, вот он в state in future. Finish это я ему уже обнулил. И давайте попробуем переключить стейты. Ну, на самом деле это сработал наш callback. Да, то есть вот мы написали, что переключение в state active мы хотим, чтобы у нас активировались юзер-курсы. Я просто забыл написать связь. Сейчас я это исправлю. И попробуем еще раз. Так, и попробуем еще раз переключить. Да, вот все, он вроде переключился. Да, видите, у нас поток переключился в state active без finish state. То есть валидации никакой не было на это. И при этом, вот видите, по запросам, то есть он выдернул юзер-курсы и попытался их перевести в state active. Ну, просто у меня сейчас нет юзер-курсов, но в callback он зашел. Хорошо, давайте дальше переключать. То есть у нас F, по-моему, такой event. Так, вот теперь он не переключился. Почему? Не переключился, потому что у нас сработала валидация. То есть, видите, мы добавили валидацию вот на этот state, и при попытке в него переключиться мы проводим вот эту валидацию. То есть, если она не проходит, то в этот state мы переключиться уже не можем. То есть, например, если мы подвинем эту валидацию вот сюда, то, в принципе, еще в один state мы переключимся. Вот видите, мы переключились. Да, без этого finish it.
Но дальше мы уже не можем переключиться. Finish Add не может быть пустым. То есть, видите, валидацию можно писать вот таким образом, засовывать их в стейты, да, и при переключении в эти стейты мы будем их проверять. Ну, в принципе, такие валидации можно и вот так писать. Давайте попробуем. Ну вот видите, в принципе, та же самая ошибка, так что как писать валидацию вот так вот или вот так вот, ну это вы сами решайте, в принципе это одно и то же. Хорошо, давайте еще что-нибудь посмотрим. State машина дает нам несколько скоупов, например, вот такой. With state. Ну, например, finished. То есть, видите, он ищет по стейтам. Точно так же есть такой scope without state. Ну да. То есть, видите, not in. Ну, это такие аутентичные скопы, но, в принципе, достаточно бесполезные, потому что они делают то же самое, что и обычный where. Ну, равно можно вот так написать. Тогда так, он даже интереснее. Ну, видите, вот он in этот вылез. Ну, не знаю, можете пользоваться, можете такими скопами пользоваться. Это, на мой взгляд, абсолютно без разницы. Ну, я уж показал, что они действительно есть. Что еще можно сказать про state машин? В принципе, можно здесь даже методы определять. Например, ну, давайте вот, чтобы валидация прошла, мы, не знаю, переопределим метод finished, да? time.zone.now. То есть, и по идее у нас должна пройти эта валидация. Ну, вот видите, у нас вот эта валидация, она прошла, потому что мы переопределили вот этот метод. На самом деле это такая сомнительная техника, да, переопределение методов для стейта. То есть, ну, я бы не рекомендовал ей злоупотреблять. Я вам это показал просто, чтобы вы знали про это, что state машина позволяет вам это делать, но лучше этим не пользуйтесь, только в крайнем случае. И последняя вещь, о которой я хотел рассказать, это state ивенты. Давайте вернем наш поток в изначальное состояние. Как вы видите, я пользуюсь update column, потому что у меня нет транзишена обратно, да, в state in future. Но в реальном проекте вот так переключать стейты нельзя. То есть вы должны идти по ивентам, по транзишенам, чтобы все валидации и callback выполнялись. Итак, что такое state event? State event — это event, который совершится при сохранении объекта. Давайте лучше я вам покажу. То есть у нас вот наш поток, он в state in future. И давайте ему назначим state event. Ну, старт.
да, видите, я ему назначу старт, то есть пока что он в InFuture, и теперь я сохраню поток. Да, state у нас перевелся, но почему-то не сработал callback. Давайте попробуем вернуть. Да, смотрите, видите, здесь у нас, так, вот у нас state перевелся в active и сработал callback. То есть почему-то вот так вот оно не срабатывало. Хотя в документации написано, что должно работать, и мне казалось, что раньше оно тоже работало, но сейчас почему-то не работает. Может, я, конечно, что-то не так сделал, ну, может и неплохо, что мы это заметили. Хорошо, то есть мы какой-то event кладем в state event, сохраняем, и у нас происходит переключение. Это тоже достаточно полезная штука. Благодаря ей очень легко делать кнопки на переключение. То есть, например, давайте посмотрим. Вот он наш поток. Давайте добавим сюда какую-нибудь кнопочку переключения стейта. Так, я его верну в начальный стейт. И давайте добавлять кнопку. Это у нас админка, потоки. А давайте прям в таблицу добавим. Сделаем еще одну колонку. И здесь мы для потоков State in Future добавим кнопку на переключение стейта. Такая ссылка у нас получилась. Видите, мы идем на апдейт нашего потока. Вот метод patch. И вместе с этим передаем параметры, ну, такие же, как они приходят из формы. То есть, да, flow. И здесь start event start. То есть, грубо говоря, мы апдейтим параметр state event в нашем потоке. Также надо не забыть добавить state event в strong параметры. И давайте смотреть. Вот она наша кнопка. Нажимаем. И вот, видите, у нас статус поменялся. То есть мы отправили параметры наши со state event. Можем это посмотреть. Вот он был апдейт нашего потока. Вот они пришли, эти параметры, да, flow, state event, start. На самом деле параметры из формы апдейта, они пришли бы точно в таком же виде. И, собственно, мы проапдейтили поток, и у нас сменился state. То есть, видите, таким образом state event позволяет нам изменять state нашего объекта через сохранение. То есть не только явно вызывая на нем какой-то event, да, там, например, flow.start или flow.finish. Нет, мы также можем положить state event в объект, сохранить, и state точно так же у нас поменяется. Это тоже бывает очень удобно. Ну и кроме того, очень удобно делать вот такие кнопки на переключение стейтов. В целом, наверное, это все, что я хотел рассказать про стейт-машину. Все остальное вы можете почитать в документации. Документация, к слову, у нее неплохая, достаточно понятная. Но основные моменты мы с вами обсудили, посмотрели. Я надеюсь, что мое объяснение было вам понятно. Ну а если остались вопросы, не стесняйтесь спрашивать в комментариях, я обязательно всем отвечу. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи!